Нет другого места в России, где бы воображение отрывалось с такой легкостью от действительности, заметил Иосиф Бродский о Петербурге в путеводителе по переименованному городу. Ко времени написания эссе к 1979 году город переименовывался уже дважды: в 1914 году Петроград и в 1924 году Ленинград. И ничто еще не предвещало лихих 90-х, заставивших воображение горожан вновь отозваться на зов истории. Бродский начинает эссе с описания памятника тому, чье имя город носил тогда, памятника Ленину перед Финляндским вокзалом, и предлагает взглянуть на человека на броневике как на символ нового мира. Действительно, старый мир люди представляли на лошадях. Броневик же, высеченный из камня, красноречиво свидетельствовал об особенностях новой эпохи. Советское искусство изображало вождя народных масс трибуном, оратором, но всегда, чаще всего, с протянутой вперед рукой в пространство коммунистического завтра. Сергей Довлатов иронично назвал это позой туриста, голосующего на шоссе. Но именно броневик, единственный в мире такой пьедестал, демонстрирует вовсе не мирный характер ленинских призывов и показывает какие-то иные фундаментальные принципы жизнеустройства. Эту мысль Бродский развивает далее, предлагая обратить внимание на пространство, которое окружает памятник. Слева от себя памятник видит здание райкома партии, далее кресты, самый большой в России дом предварительного заключения. Справа артиллерийская академия, и если проследить, куда указывает его протянутая рука, самая высокая постройка города – Ленинградское управление Комитета государственной безопасности. Вот каково пространство нового мира, в центре которого зловещая броня смертоносной машины. В поэме Нонны Слепаковой «Монумент», посвященный этому памятнику, есть характерные строки. Еще не виден был вдали тот коллективно-физкультурный, безликий и многофигурный порядок сталинской земли. Но ты, на Господа восставый, хитро прищуренный, лукавый, ты в октябре как раз туда качнул страну. Делец отважный, несостоявшийся присяжный, поверенный. Твои года прошли декретно, чрезвычайно, и знаешь, это не случайно, что под тобой взамен коня машины мертвая броня покорным скульптором в металле повторена. Живая стать с тобой увяжется едва ли. Здесь медный всадник должен стать гигантским медным пешеходом. Так он понятнее народом. Как будто свой, а не достать. Ценность этих дерзко независимых поэтических строк усиливается временем их написания. Столетний юбилей со дня рождения Ленина, широко празднуемый по всей стране. Но нам важно отметить в этой поэме иное – сближение медного всадника и медного пешехода, строителя русской государственности и разрушителя старого мира. Веха очень важная как в нашей истории, так и в развитии петербургского мифа. Есть подобное сближение Петра I и Ленина и в статье Бродского, увидевшего их сходство в знании Европы и в безжалостности. Однако Бродскому важно подчеркнуть различие между человеком, который основал этот город, и человеком,
который в 20 веке дал этому городу псевдоним. И именно окружение памятников позволяет увидеть эту разницу. Что касается Медного всадника, то справа у него тоже военное учреждение, Адмиралтейство, но слева Сенат, ныне Государственный исторический архив, а вытянутая рука указывает на здание университета, которое Петр построил и в котором человек на броневике получил кое-какое образование. Сегодняшний день внес коррективы в прозу Бродского, потому что ныне в здании Сената в 21 веке располагается Конституционный суд Российской Федерации и президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Согласимся, многообещающие перемены. И согласимся с Бродским, что дух Петра I все еще более ощутим здесь, чем душок позднейших эпох. Правоту его слов подтвердила история, и петровский дух вознесся над городом, просияв возвращенным именем. Но каков этот дух? Попытками постичь природу петровского влияния пронизана вся отечественная культура. И просветительский, созидательный характер Петра I, увиденный Бродским, вовсе не очевиден для культурной традиции. Тем важнее не пропустить памятник, который находится тоже на набережной Невы, недалеко от Медного всадника, на пути следования от Медного всадника к Медному пешеходу. Построенный в 1910 году, этот памятник стал своеобразным воплощением пушкинской идеи станцев. Самодержавной рукой он смело сеял просвещение, не презирал страны родной, он знал ее предназначение. То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник. Он всеобъемлющей душой на троне вечный был работник. Но почему-то поэзия Серебряного века не обратила внимания на этот памятник. Вероятнее всего, дело в том, что он недолго простоял на набережной Невы. После 19 года он уже был демонтирован. Но, что более существенно, это воинственный, разрушительный характер эпохи, в которой этот памятник пришел на набережную Невы. Даже вернувшись к нам сегодня, этот памятник, к сожалению, мало влияет на наше восприятие. Современная поэзия как будто бы не замечает произошедших исторических перемен. И образ того, кто мирно дело делает, кто мирно топор употребляет, до сих пор не востребован. Зато поэты всматриваются в странную перекличку простертых рук Петра I и Ленина. И поэт Григорий Марк видит в этой перекличке настоящую эстафету. Он так и называет свое стихотворение «Невская эстафета». Указ эстафету, России судьбу, кентавр-император зажал в кулаке и руку навстречу ему протянул плюгавый диктатор на броневике. Поднятая на дыбы, зажатая в кулаке, Россия всегда остается в пространстве петербургского текста. Но как тревожно прозвучала ее судьба в образе памятника Михаила Шемякина. Памятника, который вызвал необычайное количество споров о том, что же изображено в образе этого пугала, этого чудовища. Перед нами памятник, который с легкой руки Дмитрия Бобышева назван Медным Сиднем. Обратим внимание на то, что все предыдущие памятники были изображены в динамике, в движении, обладали энергией. Именно в образе Медного Сидня Дмитрию Бобышеву видится символ заката целого мира русской жизни, целой эпохи, заката русской империи. Правда, свое эссе он завершает предположением, что, возможно, переименование города даст надежду на возрождение новой жизни. Давайте вслушаемся в звуки Петропавловского собора и посмотрим, что с нами будет. Поживем – увидим.